Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о фильме под названием «Между нами». «Между нами», 2016 год, режиссер Виктор Биланов. Картина, которая имеет своего зрителя, может быть, не столько многочисленного, сколько, я бы так сказал, э, преданного, может быть так, да. Зрителя, который оценил эстетическое чутье авторов, эстетическое восприятие странной, такой дразнящей истории, а, где не все понятно, где не все в финале, не все узелки, может быть, развязываются. Может быть, потому что эти узелки вначале не так уже завязались. Как ни странно, рассуждая об этой ленте, ам, уместнее было бы говорить не столько о сюжете, сколько о том, насколько драматургически удалась или не удалась какая-то линия вот этой ленты. Это камерный фильм. Там, по сути, 4 всего персонажа. Ну, там появляются представители правопорядка в самом финале, но это уже ближе именно к концу. Вот я сейчас вижу такой интересный, тоже эстетский а, титр, когда из некой дымки, из некого дыма, как будто бы от сигареты появляется надпись «Между нами», и тут же она пропадает. Вот мне кажется, вот в этой надписи, красиво появляющийся и красиво растворяющийся, во многом весь, можно сказать, весь творческий мир режиссера Биланова, который нам задает какие-то загадки, может быть, не всегда отвечая на них, но тем не менее все это красиво снято. Операторская работа здесь на высоком уровне. На кого ориентируется автор? Ну, наверное, все-таки на европейское авторское кино, чего уж там. Как это часто у нас и бывает. Вот современный европейский психологический фильм, может быть так обозначить, где есть странноватые, замкнутые, закрытые люди, которым очень хочется тепла, которым очень хочется, чтобы их полюбили, чтобы их поняли, пожалели. Но при этом сами они не очень-то торопятся делиться собственным теплом. А есть ли оно, это самое тепло, возникает, соответственно, вопрос. Две пары молодых перед нами на экране. Собираются они в некой квартире. Две девушки и два парня. А правильнее было бы сказать немножко иначе. Есть, странно говорить, семейная пара, наверное, еще не семейная, просто пара, парень и девушка. Какой у них опыт совместной жизни, насколько он продолжительный, сложно сказать. Но лица у них молодые, поэтому им даже, ну, скажем так, не тридцатник им. Они люди, которые, может быть, там несколько лет максимум в каких-то отношениях состоят. И вот этой молодой паре как-то скучновато. Как-то им хочется разнообразить свое общение. Для этого они приглашают такую таинственную девушку, странную девушку. Вот одна из загадок фильма, кем же она, собственно, была, эта таинственная гостья, таинственная такая брюнетка. Ну, чтобы как-то было понятнее, о ком я говорю, давайте так обозначим. Брюнетка и рыжая. Рыжая – это хозяйка, ну, не хозяйка, а, собственно, обитательница квартиры вместе со своим парнем. И вот к ним приходит эта самая брюнетка, такая, с фигурой модели. А наша рыжая, она такая немножко, как бы, попроще, больше похожа на обычных девушек. Вот я тут чуть-чуть, видите, немножко слышно даже, как они тут уже начинают выяснять отношения. Так вот, да, кто эта таинственная гостья, для чего ее позвали, вот это вопрос, на который до конца нам ответа не дадут. К гостье присоединяется такой самый веселый из присутствующих персонажей молодой человек, который даже немножко раздражающе много улыбается, немножко такой он весь. На позитиве он весь. Хотя, можно сказать, ты такой позитивный, наверное,
наверное, тебе не хватает какого-то облома жизненного, да, вот. Рыжая, она чувствуется прямо на обломах, существует, потому что с парнем ее явно какие-то у нее проблемы. То, что мы можем обозначить просто словом «скука», ну, это одна из граней этих проблем. В общем, они пригласили эту самую таинственную брюнетку и этого парня, старого знакомого. По крайней мере, так обозначено в кратком содержании этой картины. Его можно без труда найти, это содержание, почитать. Но, понимаете, почитать-то можно, но не всегда это соответствует буквально тому, что мы видим на экране. И вот дальше, почему я сравнил это именно не столько с американским, сколько с европейским кино, да, начинаются такие игры, ну не разума, игры эмоций, игры подозрений, игры каких-то, в общем, неприятных каких-то вещей. Мы чувствуем нарастание тревоги. Мы чувствуем, что весь этот квартет, эти две пары собрались и явно ничего такого умиротворяющего эту встречу не ждет. Это при том, что статус, еще раз повторяю, статус этой брюнетки гости, он до конца непонятен. То ли это некая девушка по вызову. Ее ждет в машине какой-то дяденька. Он ее привез до самого подъезда блочно-панельного дома, похоже. И ждет эту брюнетку. То есть, соответственно, она не просто так. Ее и увезти могут. Ну, вот. Тем временем, пока, значит, мы в целом познакомились с этими двумя парами, не совсем понимая, кто они и что они. Вот выясняется, что да. Как-то скучно живется рыжей с ее парнишкой. И вот, может быть, гости как-то их развлекут. Классический пример, когда к семейной паре приходит пара гостей, это, конечно, пьеса, ну и, соответственно, фильм под названием «Кто боится Вирджинии Вульф». Странно сравнивать, наверное, с классической этой пьесой Эдварда Уолби, но какие-то переклички все-таки возникают. Может быть, потому что там тоже в течение определенного времени, в течение ночи, как и здесь, гости и хозяева играют в такие изматывающие, безжалостные игры, давят друг на друга. Вроде бы шутят, вроде бы развлекают друг друга, но на самом деле играют на нервах, и все это накручивается, накручивается. Накручиваются нервы и у нашей вот этой группы персонажей в фильме «Между нами». Пик э, тревоги и в то же время какой-то дразнящей недосказанности – это сцена приблизительно в середине фильма, да, именно в середине, прям точно посередине. Когда девушки объясняются или, по крайней мере, пытаются выяснять отношения в ванной, парни где-то, значит, на стороне, парни на балконе там что-то пытаются выяснять, а девушки стоят в таких довольно, опять-таки, провокационных, скажем так, позах или, как можно сказать, в ситуации такой, что возникает такой вопрос, а кто же тут им интереснее? Может, девушки друг другу интереснее, чем эти парни надоевшие? Соответственно, это даже привносит в картину элемент такой э, альтернативной сексуальности, так назову осторожно. Вот. Ну и далее происходит главный розыгрыш, главная обманка, насмешка рыжей над своим парнем. Тут ей помогает вот эта самая гостья. Собственно, ради этого, драматургически можно сказать, ради этого и появляется брюнетка. Для того, чтобы помочь рыжей, ну, разыграть этого своего парня. Как она ее разыграет? Ну, друзья мои, я не обязан, наверное, вам все сейчас пересказывать, да, тем более, что вы это можете и смотреть, или параллельно, или чуть позже, или уже смотрели, да. То есть вот этот главный розыгрыш, главная обманка, показывающая, насколько иллюзорна любовь парня к своей рыжей девушке. Вот это есть еще один ударный момент фильма. Собственно, два таких ударных момента, и они э, приходится вот на вторую, на середину и чуть более дальнейший, скажем так, да, момент
уже ближе к финалу. Можно ли это назвать развязкой? Ну, не совсем. Нам показаны моменты, которые подчеркивают, что да, похоже, нет будущего в отношении Рыжей со своим парнем. Весельчак позитивист, так условно назовем, позитивщик, да, пытается успокаивать Рыжую, которая окончательно разуверилась в своем парнишке. Но это тоже бесполезно. Но, кстати, есть важный момент, который надо было бы уже давно поговорить. Это то ли намеренная, то ли ненамеренная манера автора, режиссера, к нему претензии главные. Сделать речь не столько естественной, жизненной, бытовой, сколько такой несколько литературной, отстраненной в стиле пьес, увы, даже уже не 20-го, а едва ли не 19 века. Такие эстетские, не только кадры, но эстетские попытки говорить правильно, красиво. И чувствуется, что автор именно, авторы в данном случае, исполнители, проговаривают текст, исполняют роль. Мы не видим, что это вот живут и говорят так. Мы видим, что они произносят это все. Ну, может, это мое субъективная придирка, но это важный момент, потому что нам же вроде показывают жизнь, да, пусть это странная такая, но, в общем, жизненная вроде бы история, да, а возникает ощущение того, что это некая пьеса, которую перед нами красиво разыгрывают, стараются, ничего не... Но когда есть вот это ощущение, они старались, мало ли кто как старается. Дело не в том, что они старались, главное, чтобы мы не замечали, что они стараются. Вот. Это серьезная, мне кажется, серьезная такая претензия, может быть, не только моя. Тем не менее, картина идет к завершению. Свою линию рыжая девушка завершает тем, что уезжает. А наш весельчак, пытавшийся ее как-то утешать, он тут всех утешает. Он такой великий утешитель, великий уравнитель. Но не великий при этом. Он пытается это делать, но насколько это убедительно выходит. Это я о персонаже говорю. Я в данном случае не пытаюсь тут уже давить на исполнителей как таковых. Ну, а мы понимаем, что осталась брюнетка, все еще сидит в квартире, и надо что-то делать, как-то выяснять и с ней отношения. И вот дальше на смену такому плавному, неспешному фильму, скорее в жанре такой странноватой мелодрамы, вдруг приходит резкий перепад такой возникает резкий переход едва ли не к триллеру. Почему едва ли, да? Это уже триллер, когда парень рыжей девушки оказывается запертым в ванной, заперла его эта самая таинственная гостья. И возникает уже теперь очередной вопрос, кто же она такая? Может, она преступница, которая пытается здесь какие-то урвать для себя какие-то материальные, что ли, моменты. И вот дальше оставшиеся примерно там 2-3 минуты картины, это попытка героя Весельчака выяснить, кто же это самая гостья. Сделано это, кстати, не так уж плохо, достаточно убедительно. И тут я могу отдельный такой комплимент авторам и режиссеру, опять-таки, в первую очередь, сделать. В связи с тем, что он эту атмосферу триллера накручивает последние несколько минут очень энергично, убедительно. Пусть нам не все так и останется понятно. Точнее, мы так и не поймем, кто же эта брюнетка. Но мы рады за то, что Весельчак проявляет настоящие мужские качества. Он пытается эту девушку спасти от ареста. Приятель Рыжий уже вызвал милицию. Не знаю, может, уже полицию, но неважно. Правоохранительные органы спешат. Нам не показывают, кстати, в кадре милицейские машины. Мы только слышим сирены. Этого нам достаточно. Кстати, это к вопросу о кинопроизводстве. То есть не надо было вызывать специально милицейские машины, полицейские, снимать их. Атмосфера все равно создана. Черным ходом Весельчак влечет за собой, спасает от полиции брюнетку, и на этом мы с ними расстаемся. И остаются вопросы. Наверное, те самые вопросы, которые хотелось бы
озвучить, да, получить ответы на них. Но с другой стороны, вот я этот фильм несколько раз уже посмотрел, у меня ощущение того, что, а может быть, и не надо отвечать на эти вопросы. И этот внезапный финальный триллер, это тот самый неожиданный момент, которого мы не ожидали. Неожиданный, а мы его не ожидали. Но этим фильм любопытен. Вот так, друзья. Спасибо большое. Всего доброго.